Двигаемся дальше. И сегодня у нас layout, routing и header. Начинаем с layout. Это функциональный компонент, который нам будет что-то возвращать. А именно, мы тут сделаем класс, немножко настроим. Скажем, что min height screen, то есть минимальная screen, то есть минимальная высота будет 100% viewport. bg slate 900. И фонд робота. Мы в одном месте укажем, чтобы больше нигде не менять. Текст white, хотя мы это вроде уже указывали. И padding bottom пускай будет 20. Дальше внутри этого лейаута у нас будет div. Тут у нас пока div, вот так у нас будет header. Потом будет div с классом container. И внутри контейнера уже будет компонент outlet, за который я рассказывал. Ага, outlet. Outlet это уже React Router DOM. Нам нужно установить библиотеку React Router DOM. React Router DOM. Так. Где у нас есть команда здесь? Нету. Так, main concept, example, tutorial. Давайте пройдемся. Где-то будет команда, чтобы скопировать, или мне надо вручную писать? Вот. Ставим его в клиент. И дальше мы теперь можем добавить сюда outlet. Для тех, кто не знает, что такое outlet, можете посмотреть на канале урок про новый, про версию React Router DOM 6.4, и там я об этом рассказываю. А если в двух словах, то это говорит о том, что если у нас есть компонент layout, это будет общий layout нашего приложения. Он будет выглядеть таким образом, а вот этот компонент outlet отвечает за то, что куда мы будем встраивать все остальные страницы, компоненты и так далее. То есть я сказал, что мы всегда это будем встраивать внутрь контейнера, и вот такой вот порядок. То есть у нас везде будет header компонента, и то есть одна компонента header для всех. И здесь уже будут просто встраиваться внутрь контейнера все те остальные компоненты и страницы, которые мы будем с вами импортировать. Так, дальше мы давайте сделаем роутер, а потом сделаем header. Для того, чтобы делать роутер, я создам внутри папочки src новую папочку router, например, или routes. Давайте router. И файл будет называться router.tsx. Важно, чтобы это был именно tsx файл, но про это есть либо tsx, либо если вы не используете TypeScript, то JSX. Просто JS или TS не подойдет. Об этом я тоже рассказывал в уроке про этот React Router. Теперь мы экспортируем константу router, и она у нас будет вызывать функцию create browser router. И здесь уже массив будет у нас роутов. Точнее, тут будет роуты уже это объект. И что нам нужно сделать? Нам нужно вывести layout и внутри него уже помещать, то есть он у нас должен быть родительским компонентом, а внутри него должны быть, родительским роутом, а внутри него должны быть уже дочерние роуты. Для этого мы говорим, что path главная страница, элемент, то есть какой компонент мы будем отрисовывать, я говорю, что это будет layout. И также мы сразу добавим сюда error page, error элемент точнее, и это будет error page. Вот так. Дальше нам нужно уже добавить внутренние роуты по приложению. Поэтому мы говорим, что у нас основной будет layout, то есть родительский, а внутри него уже будет тоже массив объектов, да, неких других роутов. И основной нашей страницей будет страница home. Поэтому я говорю, что она будет как индекс, я скажу true. То есть это то же самое, что я написал бы path, опять слэш, написал бы компонент home. Тут element home. Вот так.
Дальше у нас еще будет транзакции страниц, страница транзакций. Поэтому я говорю, что это тоже объект. Скажу path. У нас это будет transactions element transactions. И импортируем его, конечно же, из страниц. Так, пока так. Дальше. Path. У нас будут categories. И элемент будет тоже categories. Есть. Так, я бы, знаете, что еще исправил? Я бы сказал, что вот тут нам нужно... Так, как оно там? Single quote true. Так, по-моему. Да, я хотел просто изменить кавычки на одинарные. Есть. Categories. И еще последний route. Это тоже, конечно же, объект. Path of. И элемент. Этот же компонент. Есть. Отлично. Теперь нам нужно вернуться в компонент app. Компонент app. Я не хочу это делать в main.tsx. Я хочу подключить этот роутинг в компоненте app. Для этого мне нужно в компоненте app, ничего мне вот это отдавать не надо, этот заголовок. Нам нужно сделать здесь router provider, импортировать из React Router дома и передать аргумент router как роутер, который мы будем импортировать оттуда, где мы только что создали. Мы же тут константу экспортируем роутера, поэтому тут мы ее можем заимпортировать, и нам просто нужно сделать здесь компонент app провайдером. И в принципе это должно работать по идее. Да, вот мы уже видим, что у нас что-то есть. Вот home, да, страничка. Главная страница у нас home. Если я веду какой-нибудь там off, мы видим, что все меняется, роутинг уже работает. Отлично. Нам нужна главная страничка. И теперь я предлагаю заняться хедером. Это мы все закроем. Дальше нам пока там ничего не потребуется. Чуть позже мы к нему еще вернемся, потому что там есть много чего интересного. Теперь хедер. Где наш компонент хедер? У нас его еще нет. Создадим header.tsx. Разворачиваем компонент. Говорим, что это функциональный компонент. Да что ж. И импортируем это из React. Сам React мы не импортируем. Так, что по хедеру? Давайте, конечно же, это у нас будет хедер. И зададим ему базовые стили, чтобы он как-то отличался от всей страницы. Я скажу, что это flex, items, center, justify, center. Нет, давайте justify будет between. px пускай будет 4, py будет 2, shadow small, bg slate 800, backdrop, давайте blur сделаем small. Отлично. Дальше. Что у нас тут будет дальше? Я предлагаю сразу имитировать, залогинены мы или нет. Я сейчас сделаю просто имитацию, потому что я скажу там is out, сделаю это просто константой. Скажу, что true. Допустим, мы сейчас залогинены, и мы напишем что-то для того. И мы напишем сначала то, как будет выглядеть, когда мы залогинены, а потом допишем, как когда мы не залогинены. Окей. Тут я предлагаю добавить линку, сделать наш логотип. Из React Router дома мы ее импортируем. Говорим, что to это будет главная страница, потому что логотип всегда на главную страницу ведет. И здесь я бы добавил React Icons. Поэтому мы идем сюда и говорим React Icons. React Icons. И вот команда, чтобы установить. Копируем ее. Добавляем. Есть. Иконки установлены. Теперь я бы взял здесь import что-то from React так, Icons. И тут FA. То есть фонд awesome нам нужна иконка.
Я скажу, что я хочу взять иконку FA BTC. Вот так вот. Это будет наш логотип. Мы скажем, что этот линк у нас будет FA BTC. И у него есть параметр size. Size. Я скажу, что он будет 20. Вот так. Сохраним. Давайте посмотрим, сработало ли это. Мы хедер не импортировали. Конечно же, теперь нам нужно в layout вместо static header импортировать компонент header. Вот так. Есть. И вон там иконка у нас появилась. Прекрасно. Прекрасно. И теперь мы можем что-то делать. Это layout нам больше не потребуется. Вот тут мы скажем, что если из out стоит в значение true, то тогда мы будем что-то отрисовывать. Тогда мы будем отрисовывать менюшку. Я скажу, что это UL-ка. С классом у меня будет flex, items, center. Я бы вот так сделал. Вот так вот. Items center. Gap пускай будет 5. Margin left auto. Margin right 10. Вот так. Dальше будут лишки. И внутри каждой лишки будет, конечно же, navlink. 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 Знаете что? Я бы добавил это все еще в тег nav. Да, вот так вот. И вот это бы добавил... Не, пускай так и будет. Все. Navlink. И дальше это будет home. И мы будем говорить, что она ведет на главную. Вот так. Home. Какие у нас там еще будут? Home. Категории. Транзакции. Вот так вот. Categories. Transaction. Это будет categories. И transactions. Только я бы их поменял местами. Вот так. Давайте посмотрим. Что-то получается. Не MT10, а margin right 10. Вот так. Есть. Давайте тут сделаем PY. Давайте просто сделаем padding 4. Вот так вот. Padding 4. Вот так. Есть. Теперь я бы... Кстати, мы можем уже видеть, что да, мы уже можем переключаться. У нас все работает. Компонент header, видите, layout как работает. Получается, что у нас есть компонент layout. Мы один раз header вывели, а дальше просто меняем уже через компонент outlet все содержимое. И теперь мы вот так вот клацаем, все переключается, все отлично. Я бы еще сейчас добавил такую интересную штуку, чтобы показывать, на какой странице мы находимся, то есть подсвечивать как-то активностью вот эти вот пункты меню. Для этого нам потребуется всего лишь немножко знаний в React Router DOM. Для того, чтобы нам подсвечивать активный пункт меню, нам в navlink надо сделать следующее. Мы говорим, что class name. И здесь мы можем принимать стрелочную функцию, которая в свою очередь принимает параметр isActive. То есть она принимает параметр isActive, и исходя из этого мы можем уже настраивать меню. И теперь я говорю, что если у нас параметр isActive, то в таком случае я хочу сделать там текст white. Конечно же, это класс. А в противном случае я скажу, что это текст white, но у него прозрачность будет наполовину. Сохраняю. И теперь этот class name мы можем дублировать. Сюда, сюда и сюда. Сохраняем и смотрим. Теперь мы видим, что мы находимся на страничке Home. Остальные у нас полупрозрачные, а Home у нас белая. Если мы нажмем на Transactions, мы перейдем на Transactions. Это стало полупрозрачной, а это просто белый. Таким образом, мы с вами сделали навигацию. Вы поняли, да, что мы с вами сделали? Окей. Что мы тут еще хотим сделать? Нам тут еще нужна кнопочка для логина или логаута. Поэтому мы давайте после вот этой проверки, да, то есть у нас меню,
Пометим, что это меню. Я хочу еще сделать там actions какие-нибудь, например, назвать их. И сделать ту же самую проверку, что если из AUF, то только в таком случае мы будем что-то показывать. Нет, не так, вот так. То есть у нас история такая, что вот тут мы менюшку либо показываем, либо нет, другого не дано. То есть если мы залогинены, мы показываем, не залогинены, не показываем. Здесь немножко другая история, поэтому мы будем через знак вопроса, потому что если мы не залогинены, мы будем показывать кнопку, чтобы зарегистрироваться или войти. Если залогинены, мы будем показывать кнопку, чтобы выйти. Окей, тогда что мы тут будем возвращать, если мы залогинены? То мы будем возвращать кнопку, которая будет класс btn. Мы с вами делали дополнительные классы. И это будет btn red, чтобы выйти. Внутри самой кнопки будет span написано, будет log out. И здесь будет fa sign out alt. Да, то есть это иконка из React. Иконка из React Icons. А в противном случае мы будем просто давать линку. Просто линк. Нам не надо nav линк. Нам просто нужен линк. Нам нужен линк to. Я скажу, что это у нас будет road of. То есть для логина. Сделаю какой-нибудь класс py2. Я не хочу это делать кнопкой, поэтому текст white 50. И hover сделаю просто текст white. И текст у нас тут будет написано log in или sign in. Сохраняем. Давайте посмотрим. Идем сюда. Так. Хорошо. Значит, мне justify between здесь не нужен. Делаем вот так. Если мы вот этот margin делаем nav. Сюда класс. Вот так я хотел сделать, чтобы менюшка была вот тут. Так. И вот наша кнопочка, которую мы заранее с вами сделали в index.css. А давайте мы теперь поменяем здесь на false. Если мы не залогинены, false, сохраняем. Мы видим вот такую вот историю. Тогда нам тут тоже нужно сказать, что margin left auto. Сохраним, и тогда это тоже будет здесь. Возвращаем true. Все, стили у нас работают, менюшка готова, переходы готовы. И, на секундочку, посмотрю тудушку. Routing. Error page. Error page. Давайте пойдем в error page. Я заранее закинул сюда две картинки. То есть это просто обычные картинки. Там page not found и вот такая вот защищенный road. Вы можете в интернете любую найти. Я думаю, это не проблема. Теперь error page. Давайте мы тут сделаем немножко стилей, чтобы это все было красиво. Класс, мы скажем, min height тоже будет screen. Мы скажем, что bg slate 900. Мы скажем, что здесь будет фонд. Она у нас входит. Не знаю, кстати, в layout, как она у нас входит. По какому принципу. Поэтому добавим текст white. Надо будет протестить этот элемент. Flex. Justify center. Items. Center. Flex call. Gap 10. Внутри у нас будет картинка. Alt будет img. А картинку нам нужно импортировать. Для того, чтобы импортировать эту картинку, я скажу, что import. Пускай будет image. From. Тут нам нужно найти папочку assets. Внутри нее page not found. И главное убедиться, что у нас есть .png. И как src мы указываем эту картинку. Вот так. Сохраняем. И дальше у нас будет кнопочка еще. Это будет link, точнее ссылка.
которая будет вести на главную, конечно же. У нее будет какой-то класс bg sky 500 rounded md px 6 py 2 и hover скажу, что давай bg sky 600, например. Это будет back. Сохраним. И как нам видеть эту страничку? Очень просто. Мы... Ой. Вот так. Мы меняем просто... Какой-нибудь пишем несуществующий route, нажимаем Enter, и мы видим page not found. Только я бы картинку сделал поменьше. Я бы картинке еще задал класс. Вот так. V80. Есть page not found. И у нас тут и навигация пропадает, и все остальное. Да, это отдельная страничка получается. Почему так получается? Да, потому что у нас вот такого вот роута, который у нас есть, он у нас тут нигде не зарегистрирован, поэтому мы не можем сюда перейти. Если мы сейчас напишем тут категории, нажмем Enter, то все будет нормально. За счет того, что мы тут указали error элемент, у нас теперь всегда, когда не существует какой-то роут, то мы будем показывать этот error элемент. Что ж, ребятки, на этом данный ролик подходит к концу, и в следующем ролике мы с вами уже будем делать авторизацию в нашем приложении. Напоминаю для всех тех, кто хочет получить исходный код, то он доступен на Patreon по ссылочке в описании.